Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 1 по 7 июля. Давайте узнаем, что для вас расскажут карты. Какие энергии они видят для вашего знака зодиака на эту неделю. Будем, конечно, реалистами. Всегда об этом говорю. Любой расклад не передаст все ваши ощущения или тонкости, нюансы вашей жизни. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И все равно какую-то подсказку, глядя на образы карт, вы получаете. Итак, первый вопрос, первая карта. Что важно знать? Или что для вас в приоритете? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни смотрим энергию, дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Что же будет важно? Ну, у кого-то буквально может проиграться, когда вы, к примеру, отправитесь в отпуск. Или пусть вы не отправитесь, вы будете на даче, дома, заниматься своими делами. Когда вы буквально отходите от каких-то дел, завершаете. И карта нам говорит, десятка жезлов, ты устал, отдыхай. Может карта также говорить о том, что вы должны делегировать часть своих обязанностей. Не разрываться, пытаясь успеть всюду и везде, и прямо вот вовремя. Не страдать какой-то, ну, гиперпедантичностью или перфекционизмом. Карта больше оборачивает именно вашим вниманием на самого себя, потому что есть, значит, что-то на кону очень важное, то, что вы можете упустить, если будете пытаться или всем подряд помогать, или вот если мы говорим про перфекционизм, когда есть такое значение, и правда в некоторых случаях это срабатывает на 1000%. Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Но часов в сутках не хватит. И у кого-то это буквально поездка какая-то может проиграться, когда я решил или решила уделить внимание самому себе, для того, чтобы восстановиться, может быть и так. По десятке жезлов мы можем что-то завершить. Может быть, какой-то важный проект, поставить уже что-то как точку. Какой-то результат мы по десятке жезлов тоже можем получать. Карта говорит отчасти, если ты даже впрягаешься в какое-то дело, да, у тебя сил хватит физических, но задать себе вопрос, а надо ли мне участвовать в этом? Вот это, наверное, что важно знать. Чего не избежать. А ведь правда кто-то может поехать далеко или продумывать переезд очень далекий. С учетом карты звезда нет ничего невозможного. Для кого-то из вас может поступить предложение, когда вам предложили новую должность, или у вас есть возможность занять эту должность, возможно, в другой организации. И вам тогда нужно подвести как будто итоги по прежнему месту работы, и одновременно что-то вам будет предложено сделать уже на новом месте работы. Потому что ваш профессионализм может быть оценен как-то по-другому на этой неделе. У вас вообще возможности какие-то открываются, правда. И все же себя вот так не навьючить, как этого вала, всякими котомками и узлами, а оставить для себя самого свободное пространство, чтобы восстановить силы и попросту времени, чтобы хватило. По карте звезда это могут быть еще какие-то задержки. Увы, карта звезда не только о далеком расстоянии нам говорит, а еще какое-то дело, вопрос ты не сможешь осуществить быстро. Иногда с учетом десятки жезлов это как раз может говорить такой карточный дуплет, что вы можете думать, я сейчас быстренько все завершу и потом переключусь на что-то другое. А карта нам говорит, а нет, вот есть какой-то вопрос, который не только от твоего желания зависит. И что-то может быть более долгим, чем ты думаешь. Вот буквально так. Поэтому это как неожиданность, какая-то задержка. Она тоже может быть. Но по карте звезда
Нам вообще-то говорят, сияйте, как звезда, мои дорогие козероги. И поэтому нужно отдохнуть, чтобы, может быть, восстановить силы, и мои дорогие девочки, чтобы именно сиять, как звездочка. А мои дорогие мужчины, может быть, осуществить какой-то свой проект, просчитав его до мелочей. Может быть и так. Но, как, знаете, судьба вам открывает врата и возможности. И у нас показана, я надеюсь, это видно, тонкая нить ваших желаний с теми возможностями, которые вам посылает Вселенная. На этой неделе будет очень важно в себе не сомневаться. Не сомневаться, что какой-то проект у вас получится осуществить, даже если он слегка тормозится. Или о том, что моя мечта никогда не будет осуществлена. Вот такие мысли гоните от себя прочь. По карте звезда как раз возможно. Все в неожиданностях возможности. Чему сейчас не время. Но не расслабляться. По рыцарю чаш вообще это хорошее настроение, это эмпатия, это подарки, это любовь, это приятное времяпрепровождение, это встреча, это свидание, это бабочки в животе. Ну вот в позиции, чему сейчас не время. Быть реалистом, видимо, стоит. Не замечтаться где-то, мои дорогие козероги. Хотя настроение обещается хорошее. А что же вам помогает? А вот придется и вашим, и нашим. У кого-то, правда, проиграется то, что я сказала по работе. Или когда это, допустим, не две работы, а когда вам нужно найти время и какой-то, как график работы, соединить с графиком отдыха. Или вашу теперешнюю работу с той или с тем проектом, который вы планируете осуществить. У кого-то соединить работу и учебу, когда придется переключаться с одного на второе. Двойка пентаклей имеет такое значение. Пробуй, пока не получится или не надоест. У нас показан жонглер практически на всех картах Таро. И карта говорит о том, что мы можем попробовать себя в каком-то новом деле, а у нас получится лучше, чем у профессионала. Какой-то совершенно новый проект, новое направление вашей деятельности, новое направление в способах заработка. И мы можем где-то сомневаться. А у вас получится лучше, чем вы это могли предположить. Поэтому гоните прочь сомнения. Но и с другой стороны, не время расслабляться. Как и не время расслабиться и вот так где-то раскиснуть, так и не время навьючиться и куда-то гордо шествовать. Держите баланс между одним и вторым. На кону что-то очень важное. И ведь это может начинаться с какого-то случайного предложения или со случайно услышанной новости или вашего внутреннего инсайта. Вот есть какая-то составляющая на этой неделе, мои дорогие козероги, то, что важно лично вам и может потом впоследствии быть очень хорошим прогрессом для вас лично. Что скрыто? Вот все то, что я сказала. Посмотрите, колесо фортуны. Балансировать придется. Увы, это правда. Поэтому не нагружайте себя сверх меры. У нас девушка показана, она на цыпочках, посмотрите, танцует на вращающемся колесе. Она нашла вот эту точку равновесия, и она счастлива. Эта карта очень добрая, последующих перемен, это карта возможностей, это колесо фортуны, все-таки фортуна, это удача. Но часто удача к нам приходит совсем не так, как мы предполагали или, может быть, ждали. Сумей взять мечту, сумей воспользоваться какой-то возможностью. Или сумей проанализировать услышанное, например, или предложенное, или какую-то информацию. Это старший аркан, и это всегда на нас воздействуют какие-то события извне. А с учетом колеса фортуны, тут может быть не одно какое-то событие. И у вас два старших аркана, которые как раз и говорят, что фортуна тебе открывает возможность, вот как по карте звезда, для себя сделать что-то очень важное. Но это в позиции скрыто. Это нужно увидеть. Что нам может помешать увидеть? Или какая-то чрезмерная занятость ваша. Или когда чрезмерная восторженность. Или когда мы можем что-то спустить на тормоза и думать, что есть возможность сегодня, будет она и завтра. А завтра мы упустим время.
Поэтому тонкий нюанс, продумайте об этом. Дела, работа, бизнес. Правда, с чем-то придется определяться. У кого-то, как знаете, получить новую должность. Король жезлов – это карта харизматичного лидера. Это вы можете быть лидером. У вас могут быть контакты с людьми, ну, в другой плоскости социума. Может быть, и новые люди будут в вашей жизни. Может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Может быть, это вы имеете там асцендент, тогда точно проиграется что-то, знаете, как, допустим, у вас есть работа, а тут какое-то хобби монетизировать, к примеру. Или вы имеете постоянный источник дохода, а здесь дополнительно вы что-то изучали или придете к решению, я буду изучать, потому что я хочу зарабатывать как-то, ну, посредством, предположим, новых технологий или через интернет. У кого-то еще другие варианты. И додумать нужно вот эту мысль, собственный инсайт, и не упустить какие-то возможности. Никто не торопится, кстати, по карте король жезлов. То есть какое-то решение, но его нужно еще проанализировать, оно как будто сырое. Люди могут к вам обращаться, к примеру, десятка жезлов. У нас первая карта выпала, и к вам могут так и хитро обращаться. Ой, у тебя получится, к примеру, лучше, чем у меня. Ты справишься быстрее и будет надежнее. А тогда потратите время на то, что вам не целесообразно, а у вас на кону что-то стоит важное. Поэтому все же вот эти две карты, как чему сейчас не время, да, мы сказали восторгу, так и буквально навьючиться и думать, что я везде и всюду успею. Нет, это тоже неправильно. Тут что-то для вас важное может быть. Можно себя буквально обесточить. Можно, кстати, где-то от усталости потом, ну, в своеобразную такую апатию даже впасть. Потому что четверка чаш – это всегда, знаете как, или я ничего не хочу, вот такое состояние. И от усталости или от того, что мы неправильно рассчитали свои силы. Это вам выпадает на финансы. Может быть, карта говорит и призывает к тому, что ты пока не траться на этой неделе. Ну, как-то прояснить, может быть, прежде чем кому-то дать согласие. Или кто-то попросил у вас, предположим, в долг, а с учетом четверки чаш, конечно, в долг мы не даем. Не просчитаться по части вашего финансового дохода есть определенный смысл. Вверху рыцарь чаш. Вы хотите, предположим, сделать подарок. И, может быть, вы, мои дорогие козероги, планировали что-то грандиозное. Обойдитесь знаком внимания на этой неделе. Одним словом, будьте с деньгами как-то аккуратнее. Но если мы говорим, как новые способы дохода, точно, вот на этой неделе есть смысл что-то просчитать и обдумать. Личная жизнь. Но тут буквально влюбленные, у кого-то любовь. Встреча или планируемая встреча. Может быть, свидание, какое-то карта звезда, это можете быть, как вы с человеком на расстоянии. Может быть, это даже ваш партнер, но у кого-то командировка, у кого-то еще какая-либо ситуация. Кроме того, карта влюбленная еще и говорит, это выбор. Может быть, выбор в личной жизни, у кого-то и так стоит. У кого-то личная жизнь не всегда про любовь, и это мы говорим по части работы, опять же. Или вы будете решать вопрос, откуда ко мне приходят деньги, как я буду в дальнейшем зарабатывать. И это тоже выбор. Определяться с чем-то вам придется. Но, в принципе, если мы подведем итог, очень благоприятная неделя, мои дорогие козероги, для себя самого или для себя самой. Что-то сделать очень хорошо. У вас все же скрыто колесо фортуны. И поэтому и аркан звезда, когда нам нужно иметь как и время, так и силы, увидеть какие-то возможности и быстро ими воспользоваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.